Сегодня в Японии Уминохи, день моря, но мы решили поехать на ферму. В кои-то веки у нас выдался выходной, поэтому мы решили покушать вишни, поехать. А мы сейчас приехали абсолютно на другую ферму. Называется она Синохаракай-Джуэн. Сейчас посмотрим, какая тут вишня. Ну, что-то тут ободрано все. Нам выдали вот такие мешочки. Корзиночка. 花芽が向いてる方向の逆方向にやるとスッと取れますから。で、両手使ってください。はい。枝押さえといて。はい。はいはい。 Показал, что отрывать нужно не, значит, держать телефон, как он меня увидел, он подумал, наверное, что я буду жрать и снимать одновременно, но так невозможно. Он показал, что нужно придерживать рукой веточку и отрывать. Отрывать нужно прям с ножкой вот с этой вот, а не просто головку. В общем, все показал, рассказал, как все делать. Есть можно и большую, и маленькую. А вот если с собой набирать, у них будет меняться цена в зависимости от того, какую мы вишню наберем. Если мелкую, она будет подешевле, а если крупную, она будет подороже. Крупная, по-моему, 100 грамм, то ли 300, то ли 400 йен, а помельче 100 грамм 200 йен. А вот здесь еще, вот она, крупная черешня, вишня. Яблочки. Прекрасно. Довольно большая ферма, красивая такая в горах и относительно дешевая, потому что до этого мы просмотрели очень много ферм. Мы хотели именно поехать на какую-то новую ферму, поменять место для разнообразия. Но сколько не пересмотрели ферм, там что-то такие цены по 1800, один билет был. Я не знаю, что там вишня бриллиантовая, усеянная бриллиантами, что ли. Почему такие, откуда такие цены вообще? В итоге мы отдали за вход взрослые 1000 йен, а ученики начальных и средних школ, по-моему, у них то ли 600, то ли 700, то ли 800 йен. Что-то на 200 или на 300 йен дешевле. Вот это должна быть вкусная, вот она. Она очень-очень-очень крупная. Боже. Это кайф. Там на горе еще что-то есть, но это... Ну что это такое за скалолазанье, а? Это просто вообще невозможно. Мало того, что духотища. Ну, дед послал на гору, чтобы вот это посмотреть. Вот он для чего послал на гору. Говорит, вы забирайтесь, там, говорит, вкусно будет. Ну, пока вкусно только панорамные виды. Ладно, пойдем пошарахаемся там еще. То есть вот тут такой вид панорамный. Все люди едят, а я хожу по горе, как не знаю кто, шарахаюсь. Там уже идет забор какой-то, непонятно, что там за забор. Это если подниматься еще, это вон туда выше надо подниматься. Вот там вот какая-то семья, вон там она обдирает вишню. Вон, кстати, вишня. Мне такая вишня не нравится. Она вон она мелкая. А я пошла вниз, потому что внизу более крупная вишня, а здесь мелкая. Ладно, зарядку сделала. У меня, блин, башка аж закружилась. Господи, у меня фобия разыгралась, потому что я вот по таким местам, вот по обрывам вот тут, очень не люблю ходить. Что это такое? Господи, вон там вон еще что-то есть. По тропиночке пойдем? Нет? Пойдем. Мама, не-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 не. Я не пойду, надо спускаться, потому что я сейчас не знаю, как я буду спускаться. Тут вообще ужас какой-то. А вон там в парниках что-то есть вкусное, наверное. Вот это вот все кислое, вот это все кислятина. Вот она.
кислятина. Ну, то есть тут вот уже дошел. И говорят, если вы туда хотите, там еще что-то есть. А что там есть, я уже просто не понимаю, что там может еще быть. Что, ну, на самую верхушку забраться, если только. Ну, меня уже, по-моему, не хватит. Я еще даже не покушала ничего. То есть мне надо сначала удовлетворить свои рецепторы, а потом уже забираться наверх. А я вот сюда пришла, и тут одно гнилье. Вот прям одно гнилье. Вот. Вот оно прям гнилье. Ну что это такое? Это гнилье. Мне прям все прилипает. Я пошла вниз. Я не могу уже. То есть я приехала, хотела просто поесть вишни. В итоге занялась скалолазанием. В итоге я уже даже вишню кушать не хочу. Короче, дед хитрый какой. Видишь, что иностранка тупая. Говорит, иди давай, полази. Вон туда наверх иди, говорит, в гору, там вкуснее. Я как кукушка пошла, пролазила по горе. Они еще, по-моему, в 4 или в 5 часов закрываются. Это вообще ужас какой-то. Я пошла, сейчас я вон как спускаюсь, то есть вон. Это мне нужно вот так вот как-то вот спуститься вот с этой горы. И как-то, не знаю, еще кубарем не покатиться. Мы набрали вот столько, съели вот столько, набрали вот столько. Дед все мозги прокомпассировал. Где-то, по ходу дела, деменция или я не пойму что. Он каждому подходит, все очень тщательно объясняет. Но это, конечно, очень все хорошо. Но мы начали рвать когда это. И даже не мы, а еще одни, там семья была. По ходу дела, кто задерживается больше часа, он начинает уже говорить так, что «Ой, а вы не переели случайно?» спрашивать. Ну, что-то вообще как-то не очень понравилось, если честно, на этой ферме, потому что вот этот дед прям урусай такой, ну, то есть очень шумный. Потому что, когда хочешь приехать и просто поесть ягоды в тишине, он тебе будет компассировать мозга. Платить денежку здесь. Вот за эту коробочку мы заплатили 100 йен, то есть 1000 йен. Но, в принципе, не сказала бы, чтобы так я объелась чуть-чуть, на 80% примерно. Но это нормально, это хорошо. Ладно, поехали дальше. Дамба Джозанки. И вот отсюда вода идет в озеро Саппороко. Вот она какая дамба, хранилище. Здоровая, кстати. Красотиша неимоверная. Пасмурно и вот такая дымка. Тут красиво. Телефоном не передашь, конечно. Кто это там колокольчиками звенит? Мощеный тротуар вот здесь вот выложенный. И написано Саппороко. Саппороко — это озеро Саппоро. Есть такое. И вся вот эта водища, она туда идет. Все люди заезжают, потому что, когда едешь вот через тоннель по мосту, красота неимоверная. И водичка такая чистенькая. Ну, то есть вот все сделано для того, что если ты даже едешь, да, и вдруг тебе понравилось, потому что дамба, она в таком в живописном месте находится, и можно вот здесь вот остановиться. То есть все предусмотрено, все сделано. Вымощенный тротуарчик, лавочки, можно посидеть, почилить.
Класс. Вот мост, по которому мы ехали. Вот здесь вот отсюда, то есть вот так выезжаешь. И вот здесь вот дамба находится. Тут вот описание, то есть там карта. Написано и какая там длина, объем хранилища. И место такое вообще, тут тишина, прям такая классно. Ладно, поехали дальше. Вот это вот уже другая дамба, Асари дамба. Здесь река Асари протекает, и там вот мост виднеется. Вон он. И вот сама дамба. Тоже можно здесь остановиться и посмотреть. Сегодня вода вот эта, она не вытекает. Обычно там они сбрасывают воду по каким-то дням, там, я не знаю. Мы как-то проезжали, тут вот они прям сбрасывали эту воду, можно было видеть. Можно пошарахаться, в принципе, здесь, но у нас времени нету. Мы собрались в Отару и все никак не доедем. Тут вот прям невозможно не остановиться и на что-то не посмотреть. Ладно, едем до Отару. Это железная дорога, а сейчас она просто аксессуар для инстаграмных фоток. Вот эти рельсы, это самая первая железная дорога, которая была проложена здесь в Отару. Пойдем пройдемся. Это вот такая вот железная дорога была, господи. У меня на даче до сих пор такая железная дорога. У людей здесь уже в музей превратилась, а у нас, господи, боже мой, до сих пор еще. Ну, то есть вот, здесь идет полотно, и середина заделана дорогой, и там дальше тоже идет полотно, можно походить по ней, просто полазить, погулять. Это 3-километровое полотно, по которому впервые был запущен паровоз, привезенный с Америки. Поэтому вот это полотно сохранили, а сейчас оно уже превратилось в музей. И причем оно расположено среди домов, среди жилых районов. То есть, пожалуйста, можно ходить, любоваться и смотреть, как люди живут одновременно. Здесь такой колорит, здесь, то есть, такие старые дома вообще ветхие, прям просто ветхие. А здесь уже жилые комплексы настроены. Безопасное место, где можно погулять. Паровоз был привезен с Америки, выдвинулся отсюда вот в 1880 году, 24 октября. Билет стоил ИЧН. Из Саппоро в Отару поездом 3 часа добираться было. То есть вот этот отрезок тогда, железная дорога была построена еще раньше, с Саппоро до Отару.
А первый паровоз был запущен по 3-километровому железному полотну. Круто. Самая первая остановка, вот она. Сейчас это уже как зона отдыха такая своеобразная. Вот тут паровозики нарисованы, выжжены. Ну вот мы здесь. Вот этот отрезок, то есть сохранился, вот он. А остановка была, значит, Стемия до Минами Утару. Часы старые сохранились, ну часы прям старые, антик. А часы что, идут? Часы идут еще. Обалдеть. Время точно показывает. Вот этот домик, здесь прям вот свалка какая-то, свалка. Интересно, тут кто-то живет или нет? Тут никто не живет. Ну типа вот поезд, да, шел посреди вот этих домов. Сейчас это заброшки все. Ну вот в этом доме кто-то живет, а остальное вот здесь уже все, потому что там вот так окна выдавлены. Вот в этом он там свет горит, видимо, кто-то, старики какие-то живут. Какой колорит, да? Высотное здание, здесь жилой дом, здесь. Видимо, кто раньше перестроил, успел перестроить дома. Тут перестроил. Или ремонт просто там подделал. Ну вот здесь вот вообще дома старые, колоритненько. Здесь вот все так перегорожено. Там мы в той стороне не были, а вот ту сторону мы полностью прошли, получается. Чем еще славится Отару, так это морепродуктами свежими. Но сравнивая с Саппоро, конечно, здесь цены в ресторанах и в различных забегаловках мегагалактические. Ну, то есть, если человек приезжает сюда и не знает, куда сходить, он, естественно, идет гулять по центру. А в центре, как правило, там уже сидят акулы-пера, поджидающие, с кого бы содрать, соответственно, денежку. Вот, вот сколько? Икра Дон, пожалуйста, 3300, обалденеть. Уни икра Дон. Уни икра Дон. Это то есть вот икра ежа морского, икра, ну, лососевая, 4500 это блюдо стоит. Обалденеть. Но вкусно. Скияки тоже. Ну, это вот я говорю, кто вот приезжает, в принципе, кто таких вот мест, кто мест не знает, куда можно сходить вкусно покушать, тот, значит, будет заходить. Вот тут улица такая, вот можно, она прям вокруг вот так вот идет, ее обходишь, и она вся в ресторан. Так, мы сейчас пойдем, мы дангу пойдем. Дангу. Купим. Да я не знаю, по-русски что-нибудь ляпни. А то я задолбалась уже переводить, сидеть. いいじゃん、あなたの動画を見ることでロシア語と日本語どっちもマスターできる。 Так, а другие-то не понимают, что ты говоришь. Я-то тебя понимаю, понимаешь, у нас с тобой разговор такой, что ты на японском мне говоришь и отвечаешь, я тебя понимаю, а другие не понимают. И ты меня тоже понимаешь. Вот раньше маленькая, когда была, так хорошо говорила, сейчас как не хочет, стесняешься. Ну, ты же раньше хорошо говорила. 昔はね、私も小学校、幼稚園とかも中学校全部日本語だから。 Так ты в садике, когда была, вообще очень хорошо говорила. Вообще суперски прям говорила. И не стесняйся. Так, это вообще, наверное, $1 000 000. Блюдо на $1 000 000.
мясо, хоккайдская говядинка и рыбка, тунец с икрой. Ну, то есть вот они все забегаловки, они маленькие ресторанчики, они вот прям вот здесь вот все в ряд идут. Фу, какая жарища. Вот это еще рыбные рестораны полностью. Ну, 3300 за икра-дон, это, конечно, дороговасто, очень даже. Но кто приезжает сюда с деньгами, с кошельком, с толстым, как бы нормально. И везде вот эти вот пластиковые меню. И все так вкусненько выглядит. То есть вот это вот все пластиковое меню. Я потом о пластиковом меню хотела отдельный видос сделать. Надо будет заняться этим. Мне все руки не доходят. Мы пришли покупать одангу. Ты какой будешь? Так, тут полностью магазин с дангу. Вон матча дангу, хиру андангу, куру андангу. Вот этот вот черный. Это с гома или что это? Вон тут вкусняшки прям вообще. Ну, тут вот это вот все, эти моти, и вот эти данго, и манджу, вот это вот вкусное тоже. Ну, в принципе, если кто в Отару приедет, вот в этом магазине можно понакупать всяких вкусняшек для подарков. Тут уже вот готовая данго, тут по 3 штуки входит разных, то есть и из гома, ну и наборы, вот есть наборы с данго, манджу, там печеньки всякие. Я заметила, что когда я захожу, вот куда я не захожу, в какой-нибудь магазин зайду, и все, и сразу шобла целая заваливает. Ну и еще в Отару есть порт. Есть порт морской и море. И, соответственно, все, кто живут в Саппоро, ездят на море сюда. Колокольчики. Ну вот этот Ору-гору, мы пришли, этот райончик. Все здесь из стекла. Ветровые вот эти колокольчики, они все вот на каждом столбе развешаны. Все из стекла. Фонарики красивые, стеклянные. Это все вот сделано из стекла. Здесь также есть барчики, ресторанчики. Соответственно, все свежая рыба и так далее. То есть вот в каждой забегаловке, вот в этой, допустим, забегаловке есть всякие антикварные вещи, вот утюги, всякие модные журналы, которые раньше были, японские. То есть можно зайти посмотреть. Ого, тут прям целый антикварный этот. Класс! Постеры, которые раньше были. Интересно, туда зайти можно, нет? То есть я не буду заходить. Ого, тут прям целый этот. О, я это люблю, боже мой, камера. Камера, телевизоры, радио, которые раньше были. Господи, крутяк, просто крутяк. Это же надо вот такую коллекцию собрать, а? Здорово.
Класс. А ну и вон дедушка сидит, это, видимо, вот его хозяин. Да, точно, это он. Телевизоры, вазы, крутяк. Ну и тут, естественно, вот развлекалочка такая. А тут вот мясо, это можно по этой штучке попрыгать, вон народ уже скачет. Так, я заранее извиняюсь, потому что я без стабилизатора. У меня, как всегда, как у настоящего блогера, все время что-то садится. Здесь, значит, уже закрытая улица идет. В каждом японском городе есть своя закрытая улица. Я не знаю, в чем фишка, но она везде, вот в каждом, даже маленьком каком-нибудь городке есть закрытая улица. В Саппоро это есть Тануки-Коджи, а здесь Сан-Мору Ичибангай. Уже все позакрыто сегодня, тем более еще Уми-но-Хи, морской день, все на море, по всей видимости. Поэтому одни приезжие только и все японцы на море. Ну, к вечеру, может быть, тут движуха какая-то будет. О, вкуснятина. Фу. Ну, мне данго не нравится. А смотри, вот какое искусство дети нарисовали. Отару Фудзиёчен. Детский сад. А здесь уже Росу Йочен нарисовали. На аппликацию, вернее, сделали. Я вообще люблю прям вот шарахаться по заброшкам. Мы когда сегодня ехали с дамбы, я там видела прям целые комплексы заброшенных, по всей видимости, это отели, я так думаю. Ну а здесь вот прям... Тут весь дом прям плющом порос. Какой крутяк. Это очень круто. И там тоже. А там прям весь столб зарос. И дом. Но это вот чисто такой отаровский колорит. Вот если, то есть, там вроде как дома, такие комплексы, а сюда вот свернешь вот в улочку, и вот тоже дом прям старый, я не знаю, тут, наверное, это с начала 20 века, мне кажется, еще вот этот домик. И везде вот пышет прям растительность. Здесь вот беседка такая стоит, прям вся заросшая зеленью. И тут же вот дома, вот комплекс вот этот жилой, да, жилые дома, новые, видимо, выстроены, и соседствуют вот прям с такими домиками, старыми-старыми. Ну вот тоже старый дом. Вот здесь уже все, никто не живет. Здесь вот такой парк. Химавари-коэн. Даже с Сендая приехали. Сендай. Обалдеть. Напоследок мы приехали на пирс, чтобы посмотреть вечернее морюшко. Здесь такая стояночка есть. Можно заехать, поставить машину. Тут в основном приезжают те, кто рыбачат. Ой, такое тихое море, господи, прям тихое. Так тихо, чаек нет вообще. Там вон огни мелькают. А вон там что за дом?
Музей какой-то. Так классно. Тут вообще вот прям спокойно. Ну тут бухточка такая, тут вот море прям спокойное. А там вот уже открытое пространство.